Вот эту машину купил за 430 тысяч гонконговских долларов. You are now tuned into the tomb of Jehovah. Flame of tunes loud enough to shake the room. What's that hold up? Heard the world is in soon. I assume that they trying to down the show. So now it's time to go up. Утро в Гонконге – это то время, когда город еще не проснулся, но уже чувствуется начало жизни. И чем мне нравится сам остров Гонконг, что можно спуститься буквально к воде. Здесь рыбы плавают, люди на байдарках фигачат. Прям вот ощущаешь, что природа, город просыпаются. Отсюда мы сейчас отправимся на остров Лантау, на южный Лантау. То место, где я живу. В прошлом видео я рассказывал о том, как не просто переоформить документы на, вернее, машину, как не просто переставить номера с одной машины на другую. И сказал, что я живу в закрытой территории. Это немножко режет звук. Сегодня я вам расскажу, что такое закрытая территория. Попасть на остров Гонконг можно через 3 туннеля. 3. Один из них полностью государственный, один из них частный и один, не знаю. Вот сейчас мы проезжаем через частный туннель. Он самый быстрый, самый новый и самый дорогой. Значит, туннель стоит 75 гонконгских, это 10 американских. Обычный бензинчик у нас стоит 17 с небольшим гонконгских долларов. Это на доллары 2,2 американских доллара литр, либо 140 рубликов за 1 литр обычного бензина. Бензин у нас только 98-й, есть обычный, есть улучшенный. Кто там жаловался на повышение цены на бензин? Похоже, бак здесь 60 литров, мне влезло 55 литров. И это 980 гонконгских долларов, это 120-130 американских. Вот у нас бензин не дешевый. Мне задают вопрос, буду ли тюнинговать я аккорда. Ребят, не буду. По крайней мере, в ближайшие недели 2, может быть 3, не будет никакого тюнинга. Мне мощности достаточно. Поменяли подвеску, машина стала дико жесткой. Я, может быть, даже немножко поменял характеристики, чтобы сделать ее более гражданской. Но до того поменять резину и колеса я уже прям пускал ее в занос 4 колесами. Классно. Поменял резину и стойки, в занос уже впустить не получается, зацепа много, и это уже страшно. Пока есть 2 человека, только 2 человека, которые не боятся, которые радуются в этой машине, это мои дочки. Что мне нравится, это возможность ускоряться на скоростях 70-120. То есть, когда двигатель в красной, ближе к красной зоне, там от 6,5 до 8,5 тысяч оборотов, вот в этом диапазоне, в поворотах, получаются такие незабываемые эмоции. Центробежные такие ускорения, когда в повороте даешь еще газу. И прям вот такой вестибулярный аппарат такой: что происходит, хозяин? Это прикольно. Чем этот аккорд лучше, чем Civic? Тем, что он дает возможность заезжать не только на той горе, где мы познакомились с Олегом, который я уже более-менее знаю. Помимо той горы есть еще несколько локаций, как и горных, так и скоростных. И на аккорде там будет лучше. Сегодня у меня, надеюсь, состоится боевое крещение на горе. В чем отличие и прикол местных заездов? В том, что когда едешь с более опытным человеком, который едет перед тобой,
Ты у него учишься, смотришь, как он проходит повороты. Ну и если не знаешь дорогу, то всецело, полностью, вот на все 100 доверяешь ему, ну даже свою жизнь, да, потому что ты едешь, не знаешь дороги, а он знает. А второй вариант, если ты знаешь, ну или я знаю хорошо дорогу, и за мной кто-то едет, так вот если кто-то едет по этой дороге первый раз, и от меня я не отрываюсь, то значит фиговый я водитель. Вот дорога, по которой мы едем, она очень не похожа на то, что можно встретить на острове Гонконг. Видишь, начинаются всякие знаки непонятные. И вон красный знак справа посередине. Дорога закрыта. Ребят, я посчитал, сколько мне обошелся мой прекрасный Аккорд Еврей. Аккорд, Баян. В общем, сколько обошелся этот прекрасный автомобиль. Итак, купил я его за 7700 американских долларов. Отдал 1000 американских долларов за страховку, переоформление 300, итого 9000 американских долларов. Дальше. Первое ТО, которое я провел, я поменял масло, фильтр, свечи, стойки, рычаги и резину. Плюс работа Олега. Все это обошлось мне 1750 американских долларов. Итого имеем 10 750 за Аккорд в таком вот состоянии. Сегодня я вам показывал, что проезд по туннелю на остров Гонконг в одну сторону стоит 10 американских долларов. Вопрос. Хотите, чтобы я вел такой журнал расходов? То есть сколько стоит вообще содержание такой машины в Гонконге? Если да, напишите комментарии, поставьте лайки, и я буду для вас это делать. Вот с этой стороны стоит такой невзрачный автомобиль, невзрачный на первый взгляд. Это Mitsubishi Galant VR4, прародитель лансеров Evolution, полноприводный автомобиль с битурбо двигателем 2.5. И вот таких автомобилей в Гонконге не больше 5. Я сейчас сижу, жду хозяина, который продает эту машину примерно через месяц. Хочется проехаться, понять, что за тачка, какая у нее история и почему она считается легендой. Эта машина проехала по Гонконгу 25 тысяч километров за 10 лет. Хозяин, он мой сосед, живет недалеко, редко на ней выезжает, и продать он ее хочет только по одной причине. Он переезжает с Южного Лантау и не готов платить за парковку. Машинка уже устала. Она 99-го года с пробегом 60 тысяч километров, из них 20 с небольшим по Гонконгу. С двигателем что-то делалось, то есть открыли, посмотрели, что он сидит на герметике, то есть что-то вскрывалось, что-то делалось. Брать машину это вот прям вот как Аккорд нельзя, ее точно нужно везти к Олегу, чтобы он смотрел, мерил компрессию, не знаю. У нас был Civic, который только для горы. Появился Аккорд, который для горы и уже с претензией на хайвее. Вот эта машина не для горы, это машина для хайвея. Стоимость вот этого автомобиля 30 тысяч гонконговских долларов. Это примерно 4500 американских. Что ты думаешь про вот этот автомобиль? Мне не нужно определяться, покупать, не покупать его сейчас, потому что хозяин будет ездить на этой машине еще месяц-два. Но через месяц-два я могу купить эту машину, и мне кажется, вот это хороший вариант, потому что тюнинговать, доводить ее можно до бесконечности. Это уже прям очень серьезный аппарат, повторюсь, полноприводный. Мартина, владельца Галанта, я прокатил вот здесь с горочки, ну прям так агрессивно, очень быстро. Он, бедняга, просто вжался вот так вот. Мы доехали до низа горки, там первый раз разворот возможный, он говорит, мы, надеюсь, обратно едем? Я говорю, да, обратно едем. Вернулись. Смотрел немножко такой прям
погрустнел, говорит, я, говорит, не знаю, я подумаю еще, может, не буду продавать свою машину. Не добавил, но хотел тебе. Вот над моей головой то, что способно породить нервоз, бессонницу, стресс и довести человека до самоубийства. Я не шучу. Когда-то у меня была Audi A5 кабриолет. У Audi вот эти кабриолеты очень красивые, но там сделана крыша ужасно. И вот в местах сгиба ткань на потолке отклеилась. Я не знаю еще, что вот с этим потолком делать, но поверьте мне на слово, если у вас есть кабриолет Audi A5, и там крыша еще не отклеилась, продавайте его прямо сегодня. У меня в руках 25 наклеек. Черного, серебристого, желтого и красного цвета. Это наклейки с надписью «Fake Taxi». Taxi. Если вы не знаете, что такое Fake Taxi, не участвуйте в этом конкурсе. Если вы хотите получить эти наклеечки, напишите в комментарии, кто является самым крутым тюнинг-ателье, с которым я когда-либо встречался в своих видео. Первые 25 человек получат вот эти наклейки. Я отправлю их почтой из Гонконга на твой адрес, если ты победишь. Мой друг вот эту машину купил за 430 тысяч гонконговских долларов. Это машина 500 сил. И первый день он ее взял, он просто на ней катался, медленно ехал. И потом второй день мы поехали на гору попробовать ее. Когда попробовали, там 5 круга, все нормально было. И потом traction не все выключили. И потом, когда там есть 2 stage traction, если закрыть первое, он еще там будет cut RPM. Как-нибудь вот так вот сделаешь, он тебе поможет. Но он выключил все, и потом мы поехали. 110 км в час мы врезались в гору, И потом круг 360, вот так вот полетели. И потом вот так вот случилось. Он очень быстро все сделал. Когда ты вот так и вот так вот сделаешь, у него зад вышел. И потом, как он зад вышел, он от газа там ноги поднял, и машина уже, ну, она обратно взяла, как дрифт. Здесь мы будем чинить ее. Задние приводы машины надо на горе сначала попробовать, потому что если ты на хайвей поедешь, если что-нибудь случилось, 180, 200, если что-нибудь случится, ты не умеешь ее обратно, you can't save the car, right? So, если на горе будешь пробовать, если что-нибудь случится, ты там в 100 км в час, ты еще можешь научиться, как ее водить. На горе это очень сложно водить, потому что там ты не знаешь, что выпрыгнет, там может быть собака какая-то, там, я не знаю, что выпрыгнет, да? Там машины много, если какая-то машина у тебя впереди, не знаю, что случится. Надо научиться, как в задней приводе машины на горе ездить. Здесь чинить, я думаю, будет 200 тысяч долларов гонконговских. Может быть, там 1 месяц, 2 месяца, я еще пока не знаю. На горе нельзя быстро ехать. You are now tuned into the tomb of Jehovah. Play my tunes loud enough to shake the room. What's that hold up? Heard the world is in it soon. I assume that they told you they trying to dinosaur us. So now it's time to go up. Короче, приехали мы на гору. Я давно здесь не был. Ну, в смысле, давно не ездил. Олег прокатился, как он сказал, вскрыл мне резину.
Для тех, кто не знает, на всех колесах нанесен специальный слой, который защищает резину от попадания, от воздействия внешних факторов. Так вот, я с Олегом проехался вниз, вверх и понял, ребята, что мне сюда ездить еще несколько лет, чтобы быть таким же, как Олег. Вот здесь совершенно не важно, как машина едет от 0 до 100. Машина находится в таком постоянном полузаносе. Трассу нужно знать идеально. Непростое меня задание ждет, непростое дело. Я прям печалью понимаю, что я здесь самый медленный. И аккордный здесь самый медленный. Короче, все плохо. Из плохого. Мне нужно менять радиатор. Я у Олега спрашивал сразу же, менять радиатор или нет. Он сразу же сказал, типа, не-не-не, все нормально, радиатор менять. Этот радиатор уже закипел. Поэтому небольшие, но проблемки вылазят. Сегодня проводится гонка, нелегальная гонка. Олег предложил заехать на моем прекрасном автомобиле. Так что сейчас мы двигаем на гонку. Нас предупредил Олег, что снимать нельзя, поэтому съемку мы будем вести только из автомобиля. You are now tuned into the tomb of Jehovah. Flame of tunes loud enough to shake the room. What's the hold up? Heard the world is in it soon. I assume that they told you they trying to dinosaur us. So now it's time to go up. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The roof is on fire, she went like Barbra Streisand. Police everywhere, it's like a nigga killed a white man. I just wanna find a baby mama for the night. And so don't be coming round bitch on that veteran shit, on the 911 shit. Need a Mrs. Brown as Missy, I can have some fun with them slight bones, make great jokes. Don't stop, bitch, they folks, they hated on us since days most. Let my people go crazy, them start falling, don't chase. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. The sky's falling, baby, drop that ass for it crash. Это невозможно передать словами, то, что вот мы сейчас пережили, кстати. Реально крутая гонка. То есть ребята, которые заезжали прям вот на все. И то, что я думал, гора, это, как бы есть гора, а есть гонки. Я понял, что гора — это первая ступенька к участию в таких гонках. Я не знаю, что делать дальше, да. Я зашел в эту тусовку, в которую хотел. Понял, что это начало пути. Я вот увидел айсберг, кусочек айсберга. Там в глубину еще копать и копать, много чего интересного. Но это становится опасно. Вот то, как мы сегодня проехали с Олегом, ребят, это прям заезд не на жизнь, а на смерть. Олег жаловался, что на аккорде стоит ограничение 180 км в час, а я порадовался тому, что в нем стоит это ограничение. Ребят, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Хорошего вам дня, настроения, и я надеюсь, что вы сможете в вашей жизни получить те же эмоции, тот же уровень, глубину эмоций, которые получил я. С вами был Степан, канал Urban. До встречи в следующем выпуске. Пока.